Нельзя ложиться ни в коем случае на диван и говорить, что вот обо мне не заботится государство, у меня нет психолога, мне надо самому действенно пытаться противостоять этому феномену, называют его как посттравматический синдром, да, но это такое общее название, и начать ему помогать в этот же момент, понимаете? Спрашивать, как он себя чувствует, что-то ему рассказывать, стараться его отвлечь, дать ему воды. Как Маринеско между советскими и латышскими идеологами его судьба пролегла, точно так же и судьба Береста между коммунистами и националистами пролегла. Всем привет! Вы снова на канале Ширяев и Ширяев. Здесь это я, журналист Евгений Ширяев, мой отец военный обозреватель Валерий Ширяев. Обсуждаем последние события. Здравствуйте, рад, что мы снова встретились. Я надеюсь, что вам будет интересно. Как всегда, начинаем с сводки о населенных пунктах, взятых российскими войсками за последнюю неделю, по данным Минобороны. На этой неделе это Донецкая область, это населенные пункты Белая гора, Новоторецкая и Попов-Яр. Харьковская область – это населенный пункт Дегтярная. Запорожская область – Каменская. И Сумская область – населенный пункт Дворачино. Тут интересно, что незадолго перед этим вообще все события развиваются ровно в тех точках, которые мы постоянно обсуждаем. Сразу надо сказать, и приблизительно с той же интенсивностью. Незадолго перед этим Трамп объявил, что вот он дает Путину 50 дней, и вот в начале сентября они должны истечь, и там что-то случится, значит, важное такое, значит, он какие-то санкции введет. И возникла такая скороспелая теория, многие ее высказали, о том, что Путину дали время на то, чтобы решить какие-то свои дела, быстро что-то занять. Уже 50 дней – это приличный очень срок. За этот срок можно много чего успеть и так далее. Вот что-то вроде того, что российская армия сейчас должна продемонстрировать рывок. Или там где-то что-то. 50 дней есть, вот можно успеть. И где этот рывок может быть? Так Помимо Покровска. Вот сейчас какое-то время определенное уже прошло, и мы совершенно точно можем констатировать, что никаких признаков телодвижений вот так, такого характера от российского командования мы не видим. Ничего не происходит. Действительно же уже после Покровска к Мирнограду российские войска. Да, но эта скорость та же самая, которая была и до этого, и количество войск то же самое, и никаких сверхрезервов там, стратегического характера туда не прибыло. Это все в рамках того же оперативного замысла, который был 2 недели назад, 3 недели, месяц назад. Все. То есть эта теория не подтвердилась, ее взгляды. Но российское командование в какой-то степени даже, не то чтобы имитирует, но демонстрирует деятельность в местах, которые, в общем, можно зачислить в разряд отчета. Например, заняли населенный пункт там, Дегтярное в прошлую пятницу. Перед этим еще там одно село прямо на границе, государственной границы России и Украины в Харьковской области. Да, совсем небольшие, вот войска просто перешли через границу, заняли населенный пункт, который прямо вот на границе домами стоит. В общем, украинская сторона на это особое внимание не обращает, по крайней мере, официально. Никаких там боевых действий активных в этих местах не происходит. То есть, в то же время можно сказать, что вот продолжается строительство буферной зоны вот вдоль границ. Вот видите, здесь еще населенный пункт задели. Но на самом деле это вот больше похоже действие для отчетности. Ничего они для настоящих исполнения планов сторон не означают. Тут, когда вот мы обсуждаем, да, конечно, ты прав, что главные события действительно происходят в районе Покровска. Там сосредоточены самые крупные группировки с обеих сторон. Уже намного больше 100 тысяч с каждой стороны. И основное движение сейчас происходит вот по-прежнему в направлении Родинское, где там Мирноград,
и это охват Покровска с севера. Неспешный такой вот заход, о котором с большой тревогой пишут все украинские комментаторы. Все. Это вот факт. И в том числе и прямо с фронта источники. Но, в общем, это понятно, что исполнение стратегического плана по занятию Донецкой области в ее границах административных. И вот взглянув на карту боевых действий, я сделал предположение, которое сейчас хочу высказать, и нахожусь я в положении, в котором находился замечательный немецкий геолог Вегенер в 1912 году. Когда он рассматривал географическую карту и вдруг понял, что если вырезать ножницами профиль Африки в районе тропиков и профиль Латинской Америки, их можно прям составить один в другой. И он выдвинул теорию дрейфа континентов, что когда-то в древности это был единый континент Пангея, общий, большой. Потом он разорвался, континенты стали уходить друг от друга по чуть-чуть. В то время много смелых теорий появилось, и в эти примерно времена Эйнштейн предложил теорию относительности. В Советском Союзе это в 20-30-е годы забубенное было руководство, прямо скажем, с точки зрения просвещения. И для них это была слишком смелая теория, так же, впрочем, как и теория относительности, они не восприняли. И в СССР геологи старались на эту тему не разговаривать, потому что легко можно было и в ГУЛАГ загреметь, если такие вещи будешь, так сказать, прогрессивные утверждать. Но потом, конечно, все больше и больше появлялось прямых прям вот подтверждений непосредственных, да, очень интересных. С разных сторон пришли аргументы, и эта теория стала доминирующей, общепринятой. И уже в 60-е годы ее преподавали в советских школах. Вот когда я посмотрел на линию фронта в конкретном месте, где российская армия, наступая от Комара через Великую Новоселку, вот в этом месте на запад, вышла на границу Днепропетровской области, я увидел, что административная граница Днепропетровской области и линия фронта, прямо как у Вегенера, Африка и Латинская Америка имеют единое происхождение. Строго говоря, никто не движется дальше. И вот глядя на эту конфигурацию линии фронта и очень близкую к ней конфигурацию административной границы Днепропетровской области, я делаю просто предположение, что, видимо, в Москве и в Генеральном штабе России, в Кремле приняли решение, что главная стратегическая задача – это занятие просто Донецкой области. Просто тихо займут эту область. Я не очень понимаю, как это связано с картой, и Пангей просто населенные пункты в Днепропетровской области взяты под контроль, взяты, соответственно. Совсем рядом, то есть они очень близки друг к другу. Линия фронта, которая дальше не движется. Дальше, то есть они дошли, и все, дальше и административная граница области. Но я говорю еще раз, это предположение, посмотрим. Но очень, мне кажется, похоже на правду. Но в таком случае можно сделать вывод, что все будет развиваться так, как сейчас развивается, и ничего больше и не будет. То есть я имею в виду сражения за те места, за те города, которые сейчас идут, и в дальнейшем просто после занятия, если его удастся занять, Покровска, начнется развитие наступления в сторону Краматорской агломерации, Краматорско-славянской агломерации. И на этом, видимо, все и исчерпывается, весь замысел. Вот по этому короткому участку границы, который я наблюдаю, я делаю такой вывод. Может быть, преждевременно. Вот. Что касается еще обстоятельств вооруженной борьбы последней недели, хочу обратить внимание на то, что действия Украины при взаимных бомбардировках объектов в глубине территории России и Украины все больше и больше обнаруживает черты кампании, то есть спланированной, последовательной кампании, которую надо неукоснительно продвигать и не останавливаться на этом стоять. Я имею в виду
по наступлении курортного сезона, когда люди, ну, в России, граждане России, в значительном количестве вылетают на отдых, раз за разом срываются рейсы. Вот последние выходные более 300 рейсов отменено. И возникла уже такая даже, ну, десятки тысяч людей пострадали, и миллиарды рублей убытка авиакомпаниям. Возник даже такой уже современный анекдот. Два человека спрашивают друг друга: вы где в этом году отдыхали? Я в Шереметьево 7 суток, а я во Внуково 9 суток. Но, правда, самое большое отключение, вернее, перерыв в работе был действительно в Шереметьево. И это не останавливается. Дальше. Я просто вижу, что вступает в действие вторая часть этого плана. То есть понятно, что люди, видя, что происходит с авиацией, решают, что на юг, вот куда-то в район Геленджика, в Сочи и так далее, может быть, лучше проехать поездом. И начинается переключение потоков. То есть люди пытаются покупать билеты, бронировать на поезда. И не зависеть от ненадежных аэропортов, выезжать с вокзалов. И тут наносится удар беспилотниками по инфраструктуре электроснабжения, контактных сетей. Потому что те дороги южные, они все электрифицированы. И начинают останавливаться поезда. И более 100 составов за один день. Очень много свидетельств в социальных сетях, когда люди описывают эту неразбериху на вокзалах, когда вдруг с ума сошли в одночасье вот эти все табло, которые указывают, какие поезда задерживаются, какие вовремя идут и так далее. В общем, много проблем. Это явно совершенно, что часть населения пытается перейти, ну, по крайней мере, по замыслу украинских планировщиков, те, кто эту компанию планирует, пытается перейти на железную дорогу и немедленно наносит удар по железной дороге. Примерно так должна выглядеть гипотетическая операция по блокированию или бомбежке мостов через Днепр украинских. То есть не надо бомбить все мосты одновременно, а по очереди, один за другим, и все потоки машин, которые идут через мосты, начнут переходить на соседние мосты, те, которые еще работают. Возникнет коллапс транспортный, и их забьет. Вот ровно так, как это. Но для того, чтобы это происходило, необходимо неукоснительно продолжать вот эти налеты. То есть это обязательно должна быть длинная такая кампания, очень последовательная. Кампания психологического давления. Психологического военного, да. Нет, психологическое давление на мирное скорее население. Ну да, ты прав. Первая главная задача у этой кампании все-таки, конечно, психологическое давление. Российское командование один раз поразило локомотив, ну, тепловоз, в составе украинском, который двигался в Днепропетровской области за это время. И соцсети обошли фотографии этого разбитого локомотива, все это. То есть, вроде как попробовали беспилотниками, а мы так можем? Можем. Да, вот попали в локомотив, и все. И дальше что-то переключились на другие цели, и все бомбежки российской армии, они никак с железной дорогой не связаны. Ну, просто попробовали, вот у нас получится вот, в движении локомотив накрыть ударом беспилотника. Получилось, хорошо. То есть я не вижу никакой кампании, спланированной со стороны России. А со стороны Украины уже давно, учитывая, не забываем про все удары, взрывы на железных дорогах, да, тогда же, когда и была операция Паутина. Да. То есть это очень спланированная кампания, и они очень последовательно ее выдерживают. Российская команда демонстрирует некое хаотичное такое, так сказать, применение средств дальнего поражения, которые не сосредоточены на какой-то одной задаче. Вот. Но почему? Вот принцип постепенного одновременного нанесения ударов по разведанным целям в тылу. Могу сказать так, по якобы разведанным целям, потому что мы не знаем результатов этих целей, ну, в смысле, этих ударов. Были ли это на самом деле настоящие цели адекватные, или это были ошибки, потому что та агентура, которая сообщает изнутри Украины о
том, что появились новые цели, она тоже может ошибаться. Вот. А здесь у украинцев прям четко видно. Все, нанесли удар, все, получилось и так далее. И сюда же, вот в этот же план, очень четко вписывается только что произошедший налет на Сочи. Украинских беспилотников. Курортный город. Курортный город, да, совершенно верно. То есть лето, жара, июнь, все ломанулись на отдых, кто в Турцию, кто на Кавказское побережье, и немедленно наносятся удары. Обрати внимание, по Крыму не наносят, хотя там пробки 13 километров на въезд. Фантастические пробки, совершенно рекордные в этом году, поскольку в Крыму аэропорт не действует, там только машинами заезжает. Да, соответственно, это надо наносить удары по Крымскому мосту. Этого не делается. А вот по Сочи... Не делается. Ну, сейчас, в смысле, не по делается. Крымскому мосту сейчас вот в этот сезон, да, удары не наносятся. Вот. А вот что касается кавказских курортов в России, вот прямо вот на всем протяжении. Выверенная, четко, совершенно продуманная заранее политикой. Готовились к этим ударам не вчера, и не сегодня, и не позавчера. Это четко было заранее прочитано, сколько нужно для преодоления ПВО, беспилотников и так далее. Это штабы такие вещи рассчитывают. Не просто там какие-то те люди, которые запускают беспилотники. Произошло еще одно событие, которое я могу даже рассматривать как событие в личной жизни. Мне написали письмо. Человек, который вернулся с фронта, там, с Покровского направления, по крайней мере, он так рассказывает об этом, служил в одном из подразделений БАРС, то есть это доброволец, у которого закончился контракт. И он пишет о проблеме возвращения военных в мирную жизнь, в том, что система поддержки, фонды, психологическая, юридическая помощь на деле не работает. Вот, говорю как человек, который столкнулся с этим лично. Ему 25 лет, высшее образование, работа музейщика. Вот, ну и говорит, искать помощи практически негде. Поэтому он снова задумывается о возвращении на контракт. И задает вопрос, на который, конечно, если такое письмо прямо мне, по Покровскому направлению. Украинские войска в условиях полуокружения будут удерживать Покровск или предпочтут стратегический отход на заранее подготовленные позиции в лесополосах? Там остались мои ребята, и ваше мнение ценно. На Покровском направлении, вот на этом большом, очень обширном участке фронта, есть место, где развивается наступление с юга на север между Торецком и Мирноградом. И там есть населенный пункт Яблоновка. Там вокруг него идут ожесточенные бои, потому что, понятно, ВСУ понимает его значение. Оно как бы запирает вот этот район, он запирает подход к водохранилищу, которое простирается с востока на запад, и украинские войска могут оказаться как бы в мешке между водохранилищем и линией фронта. Очень важно понять вот этот момент, он характеризует все. У меня нет предвидения, я не могу сказать, будут ли украинские войска там, сказать, сражаться до последнего, или они отойдут, поставят Покров для занятия более выгодных позиций западнее Покровска. Нет, но мы можем оценить действия вооруженных сил Украины до этого, как они в схожих ситуациях себя вели. Вот, и тут вопрос про пример вот с Яблоновкой, да и в других местах тоже можно такие примеры найти, очень характерные. То есть там прямо находятся войска Украины в опасном положении. Действительно, если захлопнется вот этот кусочек, который отделяет край водохранилища и линию фронта, войска Украины окажутся прямо в ловушке, в буквальном смысле. И тем не менее, они сражаются до последнего, они бьются вот сколько могут, да, зубами, держатся, командование не дает никаких разрешений на отходы в самом таком сложном положении, очень тактически опасном. Это просто пример того, как себя ведут ВСУ
в моменты, когда оно даже в полуокружении находится. А Покровск и Мирноградск, они будут находиться, уже сейчас находятся в полуокружении, да, и это все будет усугубляться, и все больше и больше будет смыкаться края этого мешка. И тем не менее, вы видите, как они держались в Великой Новоселке и во многих других местах. То есть вот стояли сколько могли. И здесь будет, наверное, скорее всего, то же самое, мне так кажется, потому что я это отношу на национальный менталитет. То есть своего просто так не отдаем. То есть украинцы чрезвычайно хозяиновитый народ, и если они, собственно, вцепятся, это просто только с жизнью вместе можно вытащить из них. Я думаю, что вот эта идея размена людей на территории, она на самом деле командованию Украины чужда. Вот прям так могу сказать, чужда. Вот идея о том, что можно неравноценные вещи разменять, не канает. То есть можно либо вещи, которые в одних и тех же единицах измеряются, квадратные метры на квадратные метры, или там жизни на жизни, да? А вот жизни на квадратные метры не приживается. Поэтому будут все равно стоять, вот на такой точке зрения, намертво. До тех пор, пока уже совсем в отчаянное положение не попадут. Ну, считается, что в это время в наступлении российская армия, так сказать, ее силы изматывается, и все идет по плану Зеленского к окончанию, значит, вооруженного конфликта по сценарию Вьетнамской войны. Ну, не в чистом виде, ну, по крайней мере, так сказать, близко к этому, да, что настолько, значит, истощится потенциал оборонительной России, что просто правительство в Кремле там сдастся. И раз за разом эти населенные пункты оказываются то, что в украинской прессе называют фортеца, да? То есть биться до последнего, стоять и так далее. Я не вижу причин, почему Покровск как-то по-другому с ним поступит. Я думаю, ровно то же самое и будет. Теперь, что касается намного более сложной ситуации с возвращением бойцов с фронта. Эта ситуация не является эксклюзивной для России. С этими сложностями сталкиваются и другие государства. Но вот могу вам сказать, что, ну, то есть, понятно, что солдаты, офицеры, которые возвращаются по ранению или по окончанию контракта, у них часто возникают проблемы с психикой, с устройством в жизни, они не могут вписаться в мирную жизнь, они по-другому видят ее теперь на длительный период, пока не адаптируются. Адаптация наступает очень медленно, очень не спеша. И вот вы пишете о том, что психологи и так далее, что они почти не помогают. Конечно, я же вижу, что все телеграм-каналы, так называемые патриотические, они полны объявлениями о том, что Министерство обороны набирает, или там всевозможные коммерческие структуры, сотрудничающие с Министерством обороны, набирают, пытаются агитировать людей идти на курсы психологов. Действительно, психологов не хватает. Это ситуация, к которой надо было готовиться, но вот оказались и не готовы. Сказать, что это вот прям уникально совсем, нет. Ну, например, в Соединенных Штатах был обнародован доклад о количестве самоубийств в армии США. А если мы говорим о ветеранах, а ветеранов нельзя отрывать из этой ситуации от действующей армии, потому что это те же самые живые люди. А вот он вернулся из армии, там, неделя прошла, он уже вроде как не военный, и его при попытке самоубийства не проводят по статистике Пентагона. Но на самом деле, почему это произошло? Конечно, из-за его участия в войне. И, конечно, мы еще сюда не включаем людей, которые умерли от передозировки наркотиков в армии США и среди ветеранов. Это просто какие-то запредельные цифры.
А это все связано с одним. И там честно пишется, почему это происходит, и так далее. Значит, люди чувствуют себя потерянными, одинокими, и много чего, и там еще какие-то причины приводятся. Так вот, я обращаю ваше внимание на то, что это самая на сегодняшний день как бы богатая страна мира. И вот это ведомство, которое занимается делами ветеранов, министерство, оно, по крайней мере, в то время, когда публиковался этот доклад, имело 4-й бюджет по размерам в стране. То есть даже такая страна, как Соединенные Штаты, богатая, которые вот по-настоящему, там о ветеранах заботятся, по деньгам, если посчитать, несравнимо. И это при том, что эта страна гораздо более открытая в вопросах вообще обсуждения психологических проблем. Абсолютно. Которая этим уже не 10 лет уделяет внимание, в отличие от России, которая гораздо более закрытая в таких вопросах. Да, и не только Россия, но все государства, которые на периферии СССР возникли, там, в общем-то, одно и то же. Это гораздо позже вообще остановились такими вещами, как психологическая помощь. Мы понятия не имеем, сколько людей кончает жизнь самоубийством среди военнослужащих или ветеранов российских и украинских. Украинской армии, в российской армии. Никто не считает же даже. Может быть, есть такие цифры какие-то закрытые. Может быть, есть какие-то журналисты, которые там пытаются эти подсчеты вести. На самом деле, даже объективной ситуации-то мы не знаем. Но то, что положение человека, который вернулся с фронта, с таких отчаянных сражений, тяжелое, какие бы сомнения были. И я хочу сказать только о том, что я видел на своем примере, моих товарищей и тех, кто возвращается с фронта сейчас, о тех случаях, которые я знаю. Нельзя ложиться ни в коем случае на диван и говорить, что вот обо мне не заботится государство, у меня нет психолога, мне надо самому действенно пытаться противостоять этому феномену, называют его как посттравматический синдром, но это такое общее название целого набора клинических случаев, диагнозов. Конечно, я же говорю не лично о вас сейчас, а о ситуации вообще с ветеранами, которые сталкиваются с такими проблемами. Есть разные взгляды на то, как с этим бороться, так сказать, как выползать из этой ямы адреналинового голодания, полной смены модели отношений к себе и к действительности, потому что на фронте человек себя чувствует ответственным за большие очень вещи, за жизнь, смерть товарищей и так далее. И здесь он оказывается в совсем других обстоятельствах, он не отвечает уже за это, и он вроде чувствует, что все куда-то ушло, он становится вроде как никчемный. Вот многие пытались из моих знакомых, не многие, но есть такие люди, которые пытались заменить это неким материальным стимулом. То есть я строю свой дом, вот такой у меня человек был, вот я строю свой дом, он мой личный, я все вкладываю туда силы и так далее, и я должен забыть о своих проблемах, потому что вот мой главный цель. Не срабатывает. Просто материальные ценности не держат человека. Вот вдруг в середине постройки этого дома человек срывается, уходит в запой, попадает там в полицию и не может себе объяснить, что с ним случилось. То есть, это не та цель, которая может переключить мозги. Наиболее распространенная в России, я про США не знаю, ничего не могу сказать, но в России наиболее распространенная модель, которая работает реально, это переключение с помощью взятия на себя дополнительной заботы о близких. То есть, если вы даже укотовите котенка или там возьмете собаку домой, это уже на вас накладывает какие-то минимальные ограничения, то есть ответственность за другое существо, там, беззащитное, Если вы берете ребенка из приюта, из детского дома, совсем по-другому жизнь уже начинает крутиться. И ваши собственные проблемы и беды немножко в сторону отходят уже. И когда мы читаем, как должны себя вести в падающем самолете стюардессы во время катастрофы, какой-то или опасной ситуации,
мы знаем, что главное для нее – это забота о пассажирах. У них вообще никакого ужаса нет. Из головы все вылетает. Они начинают помогать другим. И если вы хотите, чтобы у вас сердце не остановилось от страха, когда самолет падает, вы должны своего соседа по креслу мгновенно взять как объект внимания и начать ему помогать в этот же момент, понимаете? Спрашивать, как он себя чувствует, что-то ему рассказывать, стараться его отвлечь, дать ему воды. Также точно ведут себя моряки, когда в шторм, в тяжелые обстоятельства, в катастрофу попадает корабль. Они начинают заботиться о пассажирах. И, конечно же, моряки «Титаника», который тонул, да, о себе не думали. Они думали в первую очередь о тех пассажирах, которых они спасали. А там был огромный экипаж. Вот примерно так это сделано в России. Когда закончилась Великая Отечественная война, невероятное количество людей с опытом намного более травматичным, чем тот опыт, который сейчас наши бойцы получают, и украинские бойцы на фронте СВО, они вернулись в жизнь, взяли на себя свои семьи и потащили. И вот они же и восстановили Советский Союз из руин после того, что туда ставил вермахт, да? И они же построили и ту Россию, которую потом Хрущев двинул в будущее, я имею в виду 60-е годы. Да и в США то же самое было. Недаром это поколение, воевавшее, называлось величайшее поколение, которое вернулось с войны и начало строить ту самую вот классическую Америку, да? Которая во всех учебниках и фильмах, во всех книгах, романах и фильмах такое имеет вот обаяние, да? Один из моих самых любимых американских фильмов Джорджа Лукаса, это не про космос, не про «Звездные войны», а один из первых его фильмов про Америку. Про Америку начала 60-х годов, 61-го года, да, которую это вот как раз поколение и построило. И с какой любовью к людям и к своей стране это сделано. Я лично для себя называю этот фильм, знаешь как? «Я шагаю по Москве» по-американски. Угу. Прямо вот два фильма перекликаются между собой. «Я шагаю по Москве» и «Американские граффити». Вот это две страны, которые выстроило послевоенное поколение. Я чрезвычайно сочувствую людям, которые вернулись с фронта в тяжелой стрессовой ситуации, не могут с ней справиться. И чуть-чуть и со мной такое происходило, когда я вернулся. Но все-таки не облегчением своих страданий это лечится, а наоборот увеличением психологической нагрузки. И в первую очередь принятием обязательств за своих близких, за своих детей, за свою семью. Только там можно найти настоящее спасение. Это мое личное мнение. Может быть, найдутся психологи, врачи, которые вам дадут какие-то другие советы. На прошлой неделе Владимир Зеленский дал интервью американскому консервативному таблоиду «Нью-Йорк Пост» о том, что Украина готовит мега-сделку с администрацией Дональда Трампа, по его собственным словам, которая будет связана с дронами. Это будет консультативная помощь, и даже Украина будет свои какие-то дроны поставлять Америке. И это как раз совпадает с тем, что буквально там пару недель назад, да, Хексет объявил, что министр обороны США объявил, что Америка начинает, значит, строить свои дроны, расширяют эту дроновую программу, ну, то есть, прям да, это все. Да. Ну, все-таки я замечу, что мне казалось, что там Зеленский сказал, что он и продавать будут в Америке дроны. Да. То есть, как бы не просто там консультации, прям продавать. Для страны, которая миллионами производит FPV-дроны, и они все на фронте там как в яму ухают, очень прям даже странно слышать, что на самом деле часть этих дронов она будет еще и продавать. Им самим-то хватает ли? Ну, может быть, они производят такое количество, что им уже девать их некуда. Удивительно, кстати, учитывая, что когда Пит Хексет объявлял об вот этой своей дроновой программе, он стоял на том видео рядом с дроном Нерос,
это те самые дроны, которые Украине будет поставлять. Америка обещают 6 тысяч дронов в этом году. То есть Америка свои дроны поставляет Украине, а от Украины тоже будут дроны получать. Да, Америка будет поставлять намного более сложные дроны, в которых будет программа искусственного интеллекта, там, так далее. Вот, они там интеллектуальные дроны. А Украина попроще. Но все-таки, тем не менее, это в большей степени такая политическая программа. Ты понимаешь, Соединенные Штаты и Украина не союзники в чистом виде, вот в буквальном. Между ними нет писанного договора, где американцы обязаны вписаться войсками за Украину там, в случае нападения. Но для того, чтобы умножить военные связи, их как-то завязать между собой, руководство и так далее, все вот такие вот проекты, они очень хороши. То есть, да, мы с тобой не союзники, но почти союзники. Вот я тебе продаю оружие, ну, дроны в смысле, да. Обучаю тебя, я украинец, обучаю тебя, американца, как нужно с этими дронами, так сказать, обращаться, как надо армию свою преобразовывать, об своем опыте. А ты мне более сложные дроны присылаешь, которые могут гораздо больше на поле боя сделать и так далее. И вот в процессе этого сотрудничества завязываются вот эти связи. Ну, при отсутствии вот, настоящего союзного договора, ну, это какая-то вот замена. Вот, поэтому, мне кажется, вот большее назначение этого проекта, о котором и Свириденко, уже новый премьер-министр, говорил, а не только Зеленский, вот, все-таки в большей степени политическое значение, не военное. На фронтах никакого серьезного изменения положений из-за того, что украинцы начнут продавать американцам дроны и наоборот, не произойдет. Ну, Зеленский сказал, что закладывается такая идея, что мы заработаем денег, продадим американцам за деньги, а у них вроде как на эти деньги купим оружие. Ну, такое дорогое оружие, вот вроде как зенитные ракеты для Патриот и так далее, там, миллиарды долларов, которые стоят. На самом деле, я вот в это я точно не верю. Я вот в это точно не верю, потому что сами дроны, которые Украина может продать американцам, совсем недорогие. Владимир Путин подписал указ о присвоении посмертного звания Героя Российской Федерации Алексею Бересту. Это один из 3 человек, которые водрузили советское знамя над Рейхстагом. Ну, знаменитое знамя Победы, которое хранится в Музее Вооруженных сил, мы его там с тобой видели. Этот случай очень ярко вот нам показывает идеологическое давление, которое существовало в Советском Союзе и в постсоветской России, вот уже современной, да, до сих пор существует. Момент, это просто в этой истории поставлена точка, наконец-то. Но истории этой огромное количество, десятки лет, как она развивалась. Если человек герой и совершил героический, очень сильный, громкий поступок, который войдут в учебники в будущем, он еще должен, по представлениям идеологов, и соответствовать их каким-то представлениям о том, какой должен быть вообще военнослужащий там, какой-либо армии. И вот если он не соответствовал этим представлениям, то все. И этот подвиг надо было вычеркивать из истории. Не было такого, и все. Вот не было, и все. Но у нас из громких случаев, настоящих сильных историй, таких 3. Первый – это, конечно, знаменитый подводник Маринеско. У него много было достижений, но самое главное – это его знаменитая торпедная атака Карл Густлов, немецкий транспорт, который вез подводников немецких. И не только их, но самое главное, он оставил немецкий флот без личного состава. Ну, в значительной степени. Потом, когда союзные армии оккупировали Германию, у причалов стояли пустые подлодки, некому плавать было. Это очень значительное было достижение. Но он был настолько самостоятельным, смелым, отчаянным, совершенно не слушавшим в боевых обстоятельствах, обстановке боевой многих приказов, ну, по морскому хулиганам, да, вот, что его чрезвычайно не любили политработники. И после вот этой его знаменитой атаки ему было отказано в праве
было отказано в увековечении этого подвига. Ему не дали Героя Советского Союза, хотя по всем статьям обязаны были. И поскольку он был легенда среди плавсостава, среди подводников советских, и потом спустя десятилетия о нем рассказывали друг другу, моряки очень часто обращались, так сказать, по личной инициативе в политорганы, в Министерство обороны с просьбой все-таки дать ему Героя Советского Союза, все-таки отметить его роль. И вот уперто насмерть стояло политуправление, политические работники, когда приняли там, 30, 40, 50 лет назад решение, больше мы это решение не меняем. И когда даже моряки сбросились деньгами, и ему создали уже под конец Советского Союза памятник в части, бюст, приезжали из политуправления, хотели памятник снести этот, а потом пришлось его забирать, это же в Лиепае все было, на территории Латвии, убирать, чтобы латыши его потом не снесли, потому что у латышей своя идеология. Очень тяжелая история. Следующим из этих трех случаев, конечно, я могу назвать случай Григория Булатова, человека, который первый водрузил флаг, красный флаг над Рейхстагом, между, если я не ошибаюсь, сейчас вторым и третьим этажом, раньше, чем Кантария и Егоров. Потом в дальнейшем он настаивал на том, что он это сделал. У него даже вроде бы как пробовал писать мемуары. Его вот буквально преследовали. Было очень все плохо у Григория Булатова. Над ним смеялись, издевались. Это Гришка, тот самый, который, значит, флаг там над Рейхстагом поставил. А он говорил, да, это был я. Вот тоже. И я лично сам писал, значит, соответствующие письма в Министерство обороны с просьбой обратить внимание, что нельзя вычеркивать из истории человека, который, по мнению политработников, не так себя вел. Григорий Булатов, его вина в чем была? Уже была утверждена тройка людей, которые должны по приказу партии и правительства водрузить, значит, знамя победы над Рейхстагом. Уже все было готово к этому. И тут вдруг какой-то человек по своей собственной инициативе. На самом деле все хотели водрузить знамя победы над Рейхстагом. Полки все были настроены прямо на нижнем старте. Впереди, конечно, выдвигались военные разведчики, самые отчаянные ребята. Да? Можете себе представить, что простыни, белые простыни, марганцовкой красили, чтобы обматывались ей, чтобы потом, если представится случай, быстро, значит, просто из марганцовки размотать там где-то наверху и сказать: я первый. Потому что черно-белая фотография, на ней не будет понятно, что она фиолетовая, будет казаться, что красный флаг. Да, и краской красили, и черти чего только не искали. Эти флаги были заготовлены у многих. Но партия правительства под мудрым руководством товарища Сталина решила, что вот группа, которая, значит, этот флаг над Рейхстагом поднимет, должна быть выверенная, идеологически правильная, что все там должно быть идеально, и они потом войдут во все учебники, естественно. И эта группа была подобрана по идеологическому, значит, принципу, по тому, как коммунистическая партия смотрела на взаимоотношения народов. То есть там должен был быть, конечно, грузин, потому что Сталин был грузином, естественно, русский человек, который, значит, вынес на своих плечах русский народ эту всю войну, и второй по размерам народ Советского Союза, который огромный вклад внес в разгром фашистов, украинец. Они были Берест Алексей, командир этой группы, офицер молодой, и разведчики Кантария, грузин, и Егоров, русский. Берест был командиром. Они планировали эту операцию. Втроем они подняли этот флаг, значит, который им вручили. Все сделали. Но у Береста перед этим был конфликт с НКВД. По воспоминаниям, это именно чужие воспоминания. Я не могу настаивать, что это установленная истина. Это именно вот мемуары. При захвате одного из зданий Берлина, это было административное здание, в котором то ли гестапо, то ли СС там, так сказать, квартировало, вскрыли сейф немецкий, в котором подарочные часы. А немецкие часы – это очень хорошего качества часы всегда считались. Да?
И Берест стал раздавать как подарки друзьям, товарищам, всем, значит, эти часы. В это время нарисовался сотрудник НКВД, который потребовал ему тоже часы эти. Но Берест ему ответил, что на фронте вас не видно, а как часы получать, так вы всегда первый, да? И не дал ему ни хрена. Тот, обиженный, написал на него донос о том, что он, значит, ну, в общем, все плохое, что мог написать, он про него написал. И у Береста в биографии возникла черная метка. То есть он идеологически неправильный, да? Думает не так, ведет себя не так, и еще и значит, с органами ссорится. И когда они уже этот флаг повесили, Береста было решено вычеркнуть из этого списка, из этой тройки. И потом была постановочная съемка. Уже после того, как подписали капитуляцию, все, на Рейхстаг поднялись Егоров, Кантария вдвоем, без Береста. И их уже признанные мастера фотографии, значит, настоящие фотографы, сняли там картинно, красиво, так, как положено. Все. А Береста там уже не было. То есть того, кто поднял флаг, не просто поднял флаг над Берлином, но флаг Победы, но и вообще-то руководил этой группой, он офицером был, да, его просто вычеркнули, потому что эти люди войдут во все учебники. Потом и действительно Егоров с Кантарией во все учебники вошли. Что такое фронтовое братство? Надо отдать должное этим двум людям. До конца жизни они говорили, что с ними был третий, Берест. Они никогда этого не отрицали. Как его потом гнобили за все, что вот он, за то, что он не отказывался от своего участия, да, не молчал. Ну, например, он заболел тифом, уже после войны. Значит, еще, будучи военнослужащим, попал в госпиталь в очень тяжелом состоянии. Его выходила девушка молодая, значит, медсестра, за ним ухаживала, там, не отходила от него. И он выздоровел и тут же на ней женился. Вот. И потом переехал, она ростовчанка, к месту ее жительства, в Ростов. Ему приписали, что это был сифилис на самом деле. Что он весь из себя, так сказать, не заслуживает ни уважения, ни доверия, ничего. Командир его специальную телегу ответную писал тому, кто эту теорию выдвинул, что довожу до вашего сведения, никакими венерическими заболеваниями Берест не болел. Вот так далее. То есть вот такие мерзкие совершенно вещи против него предпринимались. Тут выяснилось, что накануне войны он женился. И с той женщиной уже не поддерживал никаких отношений, но и не развелся. Получился-то он двоеженец. Вот. И это тут же ему вставили лыко в строку. В общем, потом, в конце концов, обвинили в хищении мелком. И все свидетели дали показания в его пользу на суде. И все равно его посадили в 1953 году. При Сталине все это творилось, конечно. Наконец, он оттуда вышел. Жил в Ростове, простым рабочим, на Рассельмаше. И у проходной висит доска. Здесь работал участник штурма Рейхстага Алексей Берест. Погиб-то он как? Девочку маленькую, 5-летнюю, вытащил из-под колес поезда Москва-Баку. И сам погиб, его разрезало этими самыми колесами. 3 часа боролись за его жизнь врачи, не смогли спасти. Он фактически спасая маленького ребенка, увековечил свой подвиг окончательно, я бы так сказал. То есть он даже смертью своей всем доказал, что он настоящий мужик. И вот главное политуправление было непреклонно. Нет, он не может быть героем Советского Союза. Его не было в этой группе, которая подняла флаг над Рейхстагом. Мы про него ничего знать не хотим. Вот та ссора с НКВДшником, она определила всю его дальнейшую жизнь. Неоднократно военные, советские военные, в том числе генералы, ходатайствовали с тем, чтобы вернуться к этой истории, отметить его подвиг по-настоящему. Все мертво стояли коммунисты, да, вот я имею в виду коммунисты в погонах, партийные органы, мертво стояли, не давали. Последняя его вот эта просьба была в 1999 году уже, и все равно не поддержали это решение. И вдруг в результате оранжевой революции в 2005 году к власти приходит Ющенко, начинается продвижение националистических нарративов во внутренней политике Украины,
более активное продвижение, так скажем. И он дает Бересту посмертно Героя Украины и Золотую звезду. Почему? По единственному объяснению. Москали ненавидят украинцев, а это наш настоящий украинский парень. Ведь Берест был из Украины, да, Харьковской области. Вот они его, значит, его подвиг не признали. Они всю жизнь боролись против украинца, а мы его, значит, поднимаем на пьедестал и показываем тогда. Ну что ж, это случилось, ладно, он теперь герой Украины. В России, как мы знаем, категорически отказывались об этом. И совсем недавно, вот буквально днями, во Львове происходит очень драматический эпизод. Львовские власти, значит, ликвидируют воинское кладбище, мемориальное, советское. Оттуда эксгумируют сотнями тела погибших. И мэр Садовый, мэр Львова, объявляет, что мы обменяем, и готовы их обменять на наших украинских героев, ну, на пленных. То есть эксгумированных героев там, Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, да, которые для нас не герои, мы готовы отдать вам, забирайте, кому угодно. Поступок против всех законов божеских и человеческих. Это вот мое личное отношение, сразу говорю, чтобы не было сомнений. Вот так вот между, как маринеска между советскими и латышскими идеологами его судьба пролегла, точно так же и судьба Береста между коммунистами и националистами пролегла. Очень поучительная история. Я лично вообще ко всем этим историям в Советском Союзе еще относился, ну так, знаешь, слышал и слышал. Без особого доверия. Потому что в условиях, когда все засекречено, когда многие вещи считаются там тайнами, в народе очень легко возникали легенды. Очень легко. И вот, как пример, могу рассказать легенду о первом украинском космонавте. Валентин Бондаренко при трагических обстоятельствах случайно во время, ну, скажем так, аварии сгорел в наполненном на 40% кислородом барокамере. На нем вспыхнул костюм, его не смогли вовремя, значит, оттуда вытащить. Он был летчик, его очень любили за веселый нрав, такой жизнерадостный был парень. Он был в группе Гагарина. И никто не знал эту фамилию Бондаренко, а он должен был лететь. И когда он умирал в больнице, возле его кровати стояли его товарищи, много времени провели, в том числе Юрий Гагарин возле его кровати провел немало времени, прощались с ним. А Бондаренко, фамилия сама, возникла в народе тут же, и возникла легенда. Это тот самый космонавт, который должен был лететь первым, а вместо него полетел Гагарин. На самом деле он умер за 19 дней до полета Гагарина. И в списке космонавтов он стоял 4-м. Он действительно полетел бы. Нет никаких сомнений, не в этом году, так в следующем обязательно он бы полетел. Но вот мгновенно возникла такая народная легенда, что подлинный первый космонавт, вот он Бондаренко, и он сгорел. Поэтому, когда я слышал вот эти все истории о неприсвоенных званиях героев Советского Союза и так далее, я не то чтобы с недоверием, но, так сказать, осторожно относился к этим. Но после того, как огромное количество документов, мемуаров, воспоминаний были введены в научный оборот после распада Советского Союза, выяснилось, что все эти истории-то подлинные. Вот так. На самом деле подвиг есть подвиг. Неважно, какой национальности человек, неважно абсолютно, какими мотивами он руководствовался, так сказать, вот, сам подвиг искупает все. Абсолютно. И нельзя его мерить потому, какой был у человека характер. Он морской хулиган вроде Маринески или не был. Вот. И идеология убивает все, и она разрушает самое главное. То, что верховный главнокомандующий Путин называет скрепами. Справедливость. Представление о справедливости среди военных очень важно. Достойно ли человек получил награду, или ему по звонку из Кремля дали этот орден. Это всегда обсуждается и будет обсуждаться до конца. Поэтому, когда, конечно, награду у человека отнимают просто из-за вот таких вот
соображений идеологических. Это остается в легендах навсегда. Те, кто эти награды отнимает, они обрекают этого человека на бессмертие. Я имею в виду на память в народе. Она обязательно закрепляется. Спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Поставьте лайк, если еще не поставили. Спасибо, что поддерживаете нас. Подпишитесь на этот канал. Да, но, конечно, напоминаю, что в очередной раз, что на телеграм-канале у нас гораздо более оперативное освещение событий. И присоединяюсь к благодарности ко всем, кто нас поддерживает. И подписывайтесь на наш канал. Спасибо.